Всім бажаю здоров'я, ми батальйон К2. Сьогодні у відео ви побачите, як був зупинений штурм механізованого взводу за допомогою дистанційного мінування та FPV-дронів. Сейчас мы наблюдаем, как пилот заметил двигающийся взвод механизированный. Это была БМП «Копейка», и за ней следовало две мотолыги. Полностью были забиты пехотой. Если по количеству посчитать, сколько могло влезть, то 100% 20-25 человек. Обычный механизированный взвод. На тот момент мы уже много где заминировались достаточно. Противник не успевал просто-напросто наблюдать, куда мы закладываем мины, и успевать везде разминировать. БМП на всех парах идет по асфальту, прикрываясь посадками. Уже этот маршрут мы знали. Противник начинает использовать дымовые завесы. Есть это сработала первая наша мина, которая лежала в посадке. Дистанционное наше минирование. Здесь происходит подрыв на ПТМ-ке. Ну, в БМП вообще рассчитано БМП на 8 мест десанта. Но реально, если сесть там с пулеметом, с РПГ, 8 человек ты туда плотно не всунешь. Ну, сильно очень тяжело. Поэтому мы насчитали, что с десанта у них выпрыгнуло 6 человек, плюс механик-водитель, 7-й. Ну, с механом там было непонятно, потому что мы его не нашли. До него пехота подбежала, вроде и пыталась вытягивать, но я думаю, что он погиб. Здесь мы видим, как наш стайер подлетел. Есть 300 тяжелый. БМП достаточно далеко оттянулась от своих основных сил. Там мотолыги только догоняли ее. Здесь уже наши расчеты FPV были готовы. Уже не такая большая была дымка. Пилоту было легче наблюдать свои очки. Но мотолыгу отправили по другому маршруту, по стандарту через поле. Скорее всего, их командование, я думаю, увидя то, что БМП подорвалась, решило все-таки отправить по старому маршруту. Я не думаю, что они хотели БМП отправить на одну позицию, а мотолыги по полям на другую. Хотя от противника ожидать можно всякого. Но здесь уже отработали наши FPV. Как мы видим, что артиллерия мы здесь уже не так сильно работали, мы достаточно экономили боеприпасы, потому что каждый день штурм, расход большой. Мы здесь больше уже надеялись на дроны FPV, на наше минирование. Погода нам тогда позволяла, дождей сильных не было и ветров. Это пилоты 118-го.
118-й бригады ТРО. Они нам тоже помогают, дорабатывают мотолыгу. Плохо, что у нас был боеприпас, заряженный кумулятив. Так как мы видим, что пехота отступала, надо было все-таки один заряжать на кумулятив, один на осколок. Но в случае, когда 3 брони едет, то не знаешь, что важнее сразу. Это видно попадание нашего пилота с FPV. Пехота оттянулась в посадку, туда сразу навели 120-й миномет полякам. А мотолыга на автомате продолжила свое движение. Двигатель никто не заглушил. Ну тут уже соревнования, сладкая цель. Кто добьет первый эту мотолыгу, кому запишут очки между пилотами FPV. Жирное попадание. Здесь мы наблюдаем пехоту, лежащую в кустах. Но это уже работа для пилотов не FPV, а мавиков и аутелов. Ну и плюс 120-й в помощь. Наблюдаем, как один собирается убегать. Товарищи всех бросил. Ну, скорее всего, что товарищи уже все тяжелые 300, а то и 200. Здесь на видео видно, с каким рэпом ехал противник. Они даже свой рэп подписали, на какие частоты. Это все частоты против FPV. Изначально мы хотели забрать этот рэп себе и рации по максимуму. Но опасно посылать наших людей было. По дороге надо обойти метров 200. Противника тоже достаточно много бортов. Здесь видно, что БМП даже бочины обшивали доской.
Просто уже решили кинуть зажигалку и спалить сразу эту бэху. Видим, как в тепляк мы видели, как два все-таки по кустам отходят, пытаются быть незаметными. Но пилоты у нас с большим опытом, они понимают, как правильно, какой режим, когда включать. Где тяжело будет найти, где под каким углом видно. Здесь хорошее прямое попадание 120-го. Ну, не прямое, там где-то в 3-4 метрах от противника. Но для разлета осколков этого хватит. Здесь мы наблюдаем, что третья мотолыга не решила все-таки ехать вперед. Думаю, механик понял, что там пахнет жареным.
Либо командование уже скомандовало мотологии отойти, потому что 2 из 3 брони было уничтожено. 70%, грубо говоря, потери взвода. Это уже будет видно заранее, видно, что это провал операции. Походу были какие-то сомнения. Если все-таки он собирался возвращаться, значит все-таки не командование, а сам страх мотолыжника сработал. Есть хорошее попадание, но сверху мешки и плюс еще мангал. Я думаю, пробитие было слабое. Видео FPV-шника сильно глушит, скорее всего, что мотолыга тоже ехала с рэбом. И FPV на этой частоте подглушивался.
Нужно хорошо рассмотреть, что наложен один накат бревна у них. Плюс резина на дверях. Но здесь уже работали пацаны с бросом. Это пилоты 118-го, там такой трехочковый заброшенный был. Тонкая такая работа. И с поправкой на ветер, и удерживать дрон достаточно тяжело. Был открыт люк механика-водителя. Чтобы сэкономить в пивишке, там подняли сброс. Уже противника все равно вокруг не было. Можно было и поиграться, пилотам дальше подучиться, немного попрактиковаться на такой работе. И здесь видно, что трехочковые попадания прям четко в люк. Привело сразу к загоранию. Ну, тут мы уже наблюдаем эвакуацию наших вампиров. Противник так же само нам сбивает, подбивает борты. Борты дорогие. И в любом случае все можно починить, либо хотя бы пустить на запчасти.
Мы перешли в ночь, и Ваня на готеле, у него стандартное дежурство на облет территории противника. Он всегда ищет все интересные цели. И здесь он летел, конечно, с осколком, с осколочным боеприпасом. И заметили, как одна мотолыга эвакуировала вторую мотолыгу. Видно хорошее попадание в районе люка механика-водителя. Походу его подконтузило или там подтрехсотило легко. Он просто бросил машину и выпрыгнул с нее. Машина на автомате потянула просто в куст. Пока не приехала эвакуация, там третья броня, то мы старались по-быстрому добить эти две, чтобы сгорели. В то время у нас ночных еще FPV не было, а отправить бомбер было далеко, и погода не позволяла, и опасно было, что собьют, даже не долететь до мотовых. Нам пришлось Ваней добивать кумулятивными боеприпасами эти мотовые.